Всем привет, с вами Фокс, и сегодня у меня на обзоре реплика коллиматорного прицела EOTech 553 от компании Markul. Прицел EOTech 553 очень распространен в подразделениях США. У меня данный прицел находится в тановом исполнении и с быстросъемным QD креплением. Но данное крепление не всегда подходит к рейс-планке. Оно может либо люфтить, что очень легко устранить, либо может не устанавливаться до конца. Также данный прицел выпускается в черном цвете. Использую я данный прицел уже год, и за это время его внешний вид немного пострадал. В комплекте с прицелом шла салфеточка из микрофибры и две батарейки. Корпус прицела выполнен из пластика, а внешний кожух выполнен из алюминиевого сплава. Отсек для батареек находится в передней части. Прицел питается от двух батареек 3А. Прицельная марка «Круг с тремя точками» имеет два цвета, это красный и зеленый. Управление прицелом находится сзади. Включается прицел нажатием на одну из кнопок регулировки яркости. Поменять цвет прицельной марки можно, нажав центральную кнопку. Яркость прицельной марки регулируется боковыми кнопками. Правая увеличивает яркость, а левая уменьшает. Выключается прицел с зажатием двух кнопок регулировки яркости. Сбоку находятся винты регулировки прицельной марки. Конструкция данного прицела позволяет использовать его спек-боксом без установки дополнительных аксессуаров. Давайте теперь посмотрим, как он будет выглядеть на оружии. Вот так данный прицел выглядит на оружии. Линза на прицеле немного затемнена, и это мешает при недостаточном освещении. Также спереди линза зеркальная. Давайте теперь посмотрим уровни яркости прицельной марки. При ярком освещении яркости прицельной марки немного не хватает, а при недостаточном освещении прицельная марка немного пересвечивает и мешает прицеливанию. Я подумываю сама сделать более качественную защиту из поликарбоната. Также данные прицелы используются с магнифайером. Ну что ж, в итоге к плюсам я бы отнесла неплохое качество сборки. Никаких проблем за год использования с данным прицелом у меня не возникло. Присутствуют все маркировки, но и линза не такая темная, как на более дешевых прицелах. А к минусам я отнесу проблемы с яркостью прицельной марки, затемненную линзу, которая все-таки мешает при недостаточном освещении, и не очень стойкое покрытие на кожухе прицела. Покупать данный прицел или нет, решать вам. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока!